Мы находимся в зале Михаила Александровича Врубеля, рядом с картиной «Царевна-лебедь». Она первым делом обращает зрителя к иллюстрации к пушкинской сказке о царе Салтане, сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне-лебедь. Врубель, очень четко следуя пушкинской поэтике, изображает царевну-лебедь в момент ее чудесного превращения из белой птицы в прекрасную девицу. Мы видим, как интересно для художника белое оперение птицы в сумеречном, модном для эпохи модерна освещении. Здесь не найдется ни одного чисто белого мазка. Художник смешивает на палитре розоватые, голубоватые, сиреневатые тона, превращая оперение белой птицы в некую перламутровую, жемчужную субстанцию. Человеческая, девичья часть сущности царевны-лебедь тоже прекрасна и сложна по живописи. Мы видим великолепный драгоценный убор, увенчанный крупным камнем в кокошнике, который символизирует ту самую звезду из пушкинской фразы «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». И этот прекрасный наряд «Царевны-лебедь» обращает нас к тому, что перед нами не просто иллюстрация к сказке. Работа Врубеля была тесно связана и с литературой, и с театром. На этой картине фактически костюмированный портрет его супруги, выдающейся оперной певицы того времени Надежды Ивановны Забеллы. Надежда Ивановна исполняла роль царевны-лебедь, а Врубель исполнял декорации к этому спектаклю, которые мы видим с вами на дальнем плане картины. И небо, и море, и град на острове стоит – все это нарисовано Врубелем. Колорит этой картины Врубеля, как и многих других его картин, весьма сумеречный, мрачный, и это было тоже в унисон с поэзией и философией эпохи модерна. Сам период между днем и ночью казался художником и поэтом периодом мистики и тайны, когда становятся возможными чудеса и превращения, нереальные в дневное время. Поэтому на картинах Врубеля особое внимание уделено магии света и такого полумрака. Интересно, что Врубель принял участие в создании этого костюма для царевны-лебедь. Современники писали, что это был тяжелый металлический каркас, обтянутый белым шелком, обшитый стразами и жемчугами и перьями, и он мешал актрисе двигаться. Но из зрительного зала никто не замечал этого, потому что актриса так волшебно пела и танцевала, что зрители видели только ряд чудесных превращений и совершенно не знали о неудобствах ее костюма. Врубель приходил на спектакли на 3 часа раньше, как приходят сами актеры, и помогал своей супруге одеваться и гримироваться, потому что без него она бы не справилась с этим сложным костюмом. И для него эти спектакли стали не только работой, но и вдохновением для дальнейшего творчества. Врубель старался посещать каждый спектакль и концерт своей жены. По мотивам спектаклей Врубель создавал керамические скульптуры, которые являются и самостоятельными произведениями искусства, и служат украшениями интерьеров многих московских особняков, в проектировании которых Врубель принимал участие. И он лепил театральных персонажей, героев тех самых сказочных русских опер Мусоргского, Римского-Корсакова, в которых пела его жена. И мы видим здесь и Берендеев, и Садко, и Снегурочку, и Морскую царевну. Михаил Александрович Врубель в соответствии с требованием эпохи участвовал в самой разной художественной деятельности, которая позволяла ему реализовать себя как художника.
камин, находящийся в этом зале, выполненный по былине о Вальге и Микуле Селениновиче, тоже был создан для частного жилого интерьера. Таким образом, Врубель воплощал мечту художников эпохи модерна о том, чтобы украсить реальность прекрасными образами искусства. Картина «Царевна-лебедь» поступила в Третьяковскую галерею по завещанию Морозова в 1917 году. «Царевна-лебедь», конечно, очень популярна во многом благодаря своей связи со сказкой Пушкина, но и сам живописный язык Врубеля выделяет его среди других художников своей эпохи. Врубель очень много личного, душевного вкладывал в свою живопись. Почти каждое его полотно так или иначе автобиографично, и его энергетика, его психология заставляет каждый раз зрителя остановиться и задуматься не только над великолепной декоративностью его живописи, но и над теми глубоко философскими идеями, мировыми ценностями, которые он вкладывал в свои картины. На картине представлено воплощение тройного чуда творчества. Сначала царевна превращается в стихах Пушкина, затем на театральной сцене актриса исполняет эту роль, и происходит превращение на глазах зрителя средствами театра. И мы с вами видим на картине Врубеля такую фиксацию этого чуда. Таким образом задействованы все виды искусств, как этого и требовала эпоха модерна.